А как научиться отпускать мысли? Какая практика существует для этого? Если ты почувствовал, что мысль пришла, и ты ее видишь, что ты не хочешь, ты хочешь поменять эту мысль на другую, на позитивную, на другую, чтобы она, вот, какая-то есть методика, ты должен переключать свой ум на, например, смотреть на небо, на горы, на солнце, то есть уходить, это вот срабатывает так? Или срабатывает, да, или... методика очень много. Вот. И здесь речь идет как об осознанном перенаправлении мыслительного процесса, так и об осознании мыслительного процесса, который просто оставляется в покое как есть. Вот здесь нельзя говорить о том, что что-то плохо, что-то хорошо. Вот, потому что зачастую у людей бывает так, что если очень перевозбужден ум, особенно на каких-то негативных ситуациях, вы не можете погрузиться в покой, как бы вам не хотелось, потому что он бежит, ему нужно вот это вот движение. И в данном случае как раз очень эффективно будет это как раз переключение на позитивные аспекты, потому что вы не можете полностью отказаться от мысли. Вот. То, что ему нужно что-то думать, он сейчас еще взбодоражен, да, этот мыслительный аппарат. Вы можете просто подбросить другого хомячка туда, который хотя бы не будет нервы трепать. И потом, уже когда на позитивном мышлении, с позитивного мышления вы уже сможете выйти в настоящее. В то время, когда резко отказаться от негативного мышления, от отождествления с эмоциями, как правило, очень трудно. И здесь же, если говорить в общем о практиках, то можно сказать о том, что иногда действительно может быть полезно вот эти вот какие-то аспекты концентрации. Потому что они позволяют как раз как-то обуздать ум. Потому что когда ум как необъезженная кобылка скачет, человек как не будет пытаться быть настоящим, у него не получится. Потому что он постоянно будет выдергивать. А он бесконтрольное совершенно если мышление, то вот сколько там книжек не читай, а если нет никакой внутренней силы по управлению вот этой вот кобылкой, ты просто не сможешь, тебя будет постоянно выдергивать на эмоции, на негативные мысли. И вот здесь как раз можно говорить о том, что определенные практики, они полезны. Конечно, нужно понимать то, что это всего лишь просто такие инструменты, что, конечно... Но благодаря им потом можно научиться контролировать свой ум, благодаря этим практикам. Контролировать такое... Ну, по крайней мере, необузданную лошадку, чтобы она так, пошла, по крайней мере, головой. Чтобы она не мешала. Чтобы она не мешала находиться в покое. Да. Потому что это непростая лошадка, если вы будете пытаться ее контролировать, она будет от этого становиться в 2 раза сильнее. Вот поэтому здесь как бы не все очень просто. И на определенном этапе этот самоконтроль нужно отбросить. И очень часто как раз говорится о том, что нужно уйти от всякой концентрации, потому что потом мысли только усиливаются и так далее. Вот. Но на определенном этапе это, конечно, нужно. Вот именно для обуздания, для того, чтобы ум постоянно не выдергивал из настоящего. Но как только он перестает вас постоянно отвлекать выдергиванием, эту концентрацию надо отпускать, переключать на именно вообще становление наблюдения.